В середине 60-х в Италии появился настоящий внедорожный автомобиль, который построил Феррари. Правда, руку к нему приложил вовсе не Энцо, а Карло. Родственником знаменитого комментатора он не являлся. Нося такую громкую фамилию, он, правда, не стал пользоваться запрещенным приемом и назвал фирму, расположившуюся в Турине, Фервис, что расшифровывается как «Ferrari Veicoli Speciali». Однако логотип вновь образованного предприятия явно создан по мотивам эмблемы с жеребцом из Маранелло. Только главный герой теперь – стилизованный горцующий бык, обращенный в противоположную сторону. Первый прототип Ranger разработан в 1965-м, а спустя год началось серийное производство. Сначала с приводом только на задние колеса. Впервые модель представили на Туринском автосалоне 1966 года. Он был задуман в первую очередь как вездеход, способный проехать везде и сделать все, что угодно, помогая по хозяйству в сельской местности. Простой кузов и невероятно большие углы въезда и съезда были преимуществом. Весил Ranger всего 520 килограммов. Предполагалось, что в случае, если он застрянет и не сможет продолжить движение своим ходом, водитель самостоятельно подтолкнет или передвинет машину в сторону, не прибегая к помощи посторонних лиц. А для этого подходили передний и задний бамперы, выполненные в виде поручней. За них можно вытащить или вытолкать застрявший Фервис из грязи руками. Но и в городе этот автомобиль тоже не должен был пасовать. Длина его составляла чуть более 2,6 метров, а ширина менее 1,5. Он просто обязан был чувствовать себя как рыба в воде на узких городских улицах, благодаря компактности и отличной маневренности. Да и максимальная скорость для подобной конструкции впечатляла. Ranger разгонялся до 75 км в час, а некоторые источники утверждали, что и до 80. Так что пусть не предназначенный для автострады, он вполне подходил для езды по Риму или для узких серпантинов окрестностей Соренто. В техническом плане в основе лежит механика моделей Fiat 500 и 600. У первого позаимствован 18-сильный двухцилиндровый двигатель объемом 500 кубических сантиметров с воздушным охлаждением и компоновкой в задней части автомобиля. В паре с ним шла четырехступенчатая механическая коробка передач. У Fiat 600 позаимствовали полностью независимую подвеску и тормозную систему. Все элементы смонтированы на специально изготовленном, но простом шасси из прямоугольных стальных труб. Легкодоступные запчасти от одних из самых массовых итальянских моделей оказались сильной стороной Фервис. Автомобиль предлагался исключительно с открытым кузовом. Двери открывались против хода движения, что было необычным решением. А еще их легко было демонтировать вместе с ветровым стеклом. На выбор клиентам предлагали два варианта – четырехместную и грузопассажирскую карго. На обеих версиях в случае плохой погоды можно было воспользоваться брезентовым складным верхом. Интерьер и панель приборов максимально упрощены. Сиденья обшиты неприхотливым виниловым покрытием, чтобы сделать салон устойчивым к влаге и грязи в поездках по бездорожью. Запасное колесо закрепили над двигателем. Хотя автомобиль выглядит так, словно его кузов сделан из пластика, особенно в оранжевой или зеленой окраске, на деле это не так. Основные материалы – сталь и алюминий. При этом детали соединены по технологии клепания. В 1968 году появилась полноприводная версия, которая отличалась немного увеличенной колесной базой. В этом случае использовался дополнительный карданный вал, идущий к передней части, соединяющийся с компонентами от модели автобьянки Примула. Внешне новую модификацию легко было отличить по дверям, которые теперь открывались традиционно, как у большинства транспортных средств. Ranger мог легко передвигаться со скоростью пешехода. Достигалось это благодаря грамотно подобранным передаточным числам в трансмиссии с понижайкой. Это позволяло ему без проблем преодолевать даже самые тяжелые участки бездорожья.
По мере совершенствования модели она также предлагалась такими опциями, как блокировка дифференциала и пятиступенчатая коробка передач. Главным минусом Рейнджера оказалась разгонная динамика и воздушное охлаждение двигателя, из-за которого автомобиль часто перегревался, особенно при эксплуатации жарким летом. А из просчетов эргономики можно отметить левую переднюю колесную арку. Она расположилась как раз между сиденьем водителя и педалями, что вызывало дискомфорт и неудобства во время поездок. Хотя о каком комфорте может идти речь в такой спартанской концепции? Но, несмотря на недостатки, Fairvest завоевал много поклонников, а их владельцы нередко отзывались о своих автомобилях с теплотой и любовью. Ranger остался единственной моделью, выпущенной компанией Fairvest. За период с 1966 по 1971 годы было произведено примерно 600 единиц. Считается, что до наших дней сохранилось всего около 50. Причиной выхода сегодняшнего видео стал этот оранжевый Ranger с номером шасси FVS 0325. В какой-то определенный период жизни его отправили за океан в Соединенные Штаты. Именно там он будет выставлен на продажу аукционным домом Broad Arrow. Торги пройдут 4 марта 2023 на Амелии-Айленд. Предполагается, что за него смогут выручить 30-40 тысяч долларов. В 21 веке интерес к самому симпатичному среди утилитарных транспортных средств возрос. Казалось бы, простейшая конструкция, платформа одних из самых массовых итальянских машин, но немногочисленные выжившие экземпляры продаются сегодня за солидные суммы. И вот несколько примеров, каждый из которых был продан на аукционе Sotheby's. Итак, вот этот зеленый Ranger, выпущенный под конец производства модели и впервые зарегистрированный в 1973-м, был продан в сентябре 2015 в Лондоне за 29 120 фунтов, примерно 45 тысяч долларов по тому курсу. В мае 2021 на Амелии-Айленд экземпляр 68 года желтого цвета ушел за 47 600 долларов. Но взорвал рынок другой желтый автомобиль самого первого года производства. В конкурсном состоянии, но ничем особенным в историческом плане не выделяющийся. Его эстимейт был установлен точь-в-точь, как и у героя нашего выпуска – 30-40 тысяч долларов. Тем не менее, результаты торгов в калифорнийском Монтерее в августе 2019 оказались для всех неожиданными. Увлекательные торги остановились на отметке 196 тысяч долларов. А на сегодня это все. Спасибо, что листаете авторхивы. До встречи.